Доброе утро, Стоп Гейм, в эфире Инфакт. Финальным аккордом прошедшей псевдо-E3 греметь назначили Ubisoft, и та нагремела на целых 2 анонса за всю презентацию. Собственно, главный из них анонсировали новую часть стратегии Anno с самой ранней циферкой в подзаголовке 117. Девятка в сумме все еще выходит. Развивать в этот раз предлагается не абы что, а целую Римскую империю. Давненько они не задумывались, да, ребят? Релиз состоится лишь в следующем году, но зато и на ПК, и на современных консолях Sony и Microsoft. Весь остальной час компания сконцентрировала на демонстрации ожидаемых новинок, и первой в череде их Star Wars Outlaws. Показали 2 обстоятельных ролика, один с геймплеем, другой тоже, но обзорный, с разъяснениями различных игровых механик. Главную фичу проекта, путешествие не только по просторам планет, но и между ними совершенно бесшовно, разработчики выпечили и на этот раз. Смотрится интригующе, хотя при перелете на сверхсветовой скорости и приходится ненадолго занырнуть в классический для саги варп. Показали случайные стычки в космосе, стелс с этапом подготовки, немного паркура, а также объяснили местную систему прокачки. Для улучшения того или иного игрового аспекта нужно будет сперва отыскать соответствующего ремеслу эксперта, который будет готов поделиться мудростью. Еще немного умилил просвечивающий врагов сквозь стены зверек героини. Странно, но мило. Далее на сцену позвали продюсера серии Prince of Persia, которая пообещала удивить триплетом новостей по играм франшизы. Во-первых, недавняя Metroidvania Lost Crown получит сюжетную добавку под названием «Маска тьмы». Ни содержание, ни ее дата запуска палить разработчики пока не стали. Зато взяли и сперва анонсировали, а спустя совсем недолго и выпустили обновление с пачкой экспертных испытаний, за прохождение которых полагаются новые амулеты и скинчики для героя. Во-вторых, для ранее доступной The Rogue Prince of Persia скоро должен выйти апдейт под названием «Храм огня». Внутри новый биом, полный ловушек, невстреченных ранее врагов, плюс новое оружие, горящее кадило. Также обновление привнесет долгожданное древо прокачки постоянных улучшений между забегами. Скоро, впрочем, тут тоже загадочная величина. И в-третьих, смех и грех, но показали еще один тизер ремейка Песков времени. Свеча догорает, но время поворачивается вспять. Свеча растет. Пески времени. 2026. Уф. Где-то между делом показали контентные дополнения для X-Defiant, For Honor, The Crew Motorsport, Avatar Frontiers of Pandora и Skull and Bones. В кроссовер-шутере появится новая фракция GSK, 3 новых вида оружия, новая карта будет добавляться каждый месяц, плюс будет новый режим, захват флага и куча косметики. Первый сезон начнется 2 июля. For Honor тоже щеголяла грядущим новым сезоном про клинок Мурамаса. Стартует уже 13 числа, послезавтра. The Crew Motorsport готовится к финальному сезону первого года поддержки, но также и к еще 3 в году втором. В одном из этих будущих сезонов обещают добавить в игру новый остров. Как говорится, никто, абсолютно никто, и вот Ubisoft анонсирует первое сюжетное дополнение для Аватара под названием The Skybreaker. Обнова выходит 16 июля. И весьма схожее чувство у нас вызвало и представление нового сезона пиратского симулятора Skull and Bones. Показали контент 3-го сезона с летающим драконом и PvP в формате 5 на 5. И чуть не забыл, анонсировали новый мультиплеерный экшен про боевые шарики Battlecore Arena. Фри-то-плейная и уже вышло. Ну и на сладкое приберегли геймплей новой части Assassin's Creed Shadows. Сперва показали, как управляться с самураем Яски. Его стезя — открытые конфронтации с врагами, более тяжелые атаки при помощи шипастой дубины или самурайского клинка. При этом финальные удары вызывают прикольный эффект исторического черно-белого рисунка. Из замеченных нюансов у самурая есть лошадь, а пухленькие Сиба Ину готовы подвергаться гладию. Плюс балл игре. Далее Яски встречает Наоэ, мастера стелса, и перед игроком встает выбор, за какого из героев проходить следующую миссию. В трейлере выбирается ниндзя, и мы попадаем на ночную локацию для демонстрации скрытного прохождения и достаточно разнообразного арсенала нашей шиноби. Тут тебе и всякие метательные сюрикены, клинок и веревка для ближнего боя, крюк-кошка для взбирания на высоты. Сама героиня движется резво, умеет ползать на животе и прятаться в траве. Захваченных сзади врагов можно увести в необозреваемое другими место для последующего устранения. Через тонкие стенки врагов разрешено просто протыкать. Источники света также разрешается сбивать и использовать темноту в свою пользу. Правда, еще визуальную эту темноту как-то показать, а то что с фонарем, что без него. А один раз Наоя, прям как тот сам Фишер, вскарабкалась под потолок и переждала проходящий патруль, зависая над дверью. Выходит игра уже ближайшей осенью, 15 ноября.
Еще парочка вестей, что легко могли потеряться в густом инфополе последних дней. Во время Summer Game Fest, но отдельно от фестиваля, студия Night Dive анонсировала старт работы над переизданием старенькой игрушки The Thing, нечто по фильму Карпентера. Ремастер сменит движок, теперь это фирменный Kex Engine, на котором студия обычно и пилит ремастеры. Обещает прокачать освещение, тени, глубину резкости, модели, текстуры и детализацию окружения. Максимальное разрешение поднимется до 4К, а количество кадров до 144. Плюс в игру завезут ачивочки. Релиз до конца текущего года. И еще одна новость касательно флагмана теперь уже Xbox, Call of Duty Black Ops 6. Оказалось, что игра будет требовать постоянного подключения к сети из-за стриминга текстур из облака. И даже с такими ухищрениями, по крайней мере на данный момент, в магазине Xbox напротив графы размер красуется гордая цифра 309,85 гигабайта. По словам Activision, в эту цифру включены также и приложения Call of Duty и почему-то файлы из 2 и 3 Modern Warfare. Перед релизом размер обещают подсократить, а состоится он 25 октября на ПК, PlayStation и Xbox с включением в подписку Game Pass. В Steam и VK Play вот так сразу дуплетом стартовали фестивали демо-версий грядущих игровых новинок. В VK Play с акцентом на отечественный геймдев, естественно, в Next Fest без особого акцента, но демок действительно немало. В описании будут ссылки на соответствующие новости, там Геннадий Воробьев собрал по десяточку интересных экспонатов, на которые стоит обратить внимание, если не равнодушны к будущему индустрии. Мы же со своей стороны подготовим соответствующую пару стримчанских, где глянем и продемонстрируем из всего этого многообразия несколько самых любопытных новинок. Следите за расписанием эфиров на специальной страничке нашего сайта stopgame.ru, а рядышком отыщется и раздел со свежими новостями, которые, в отличие от инфактов, не единожды с утреца, а набиваются туда в течение всего дня. Но зато только здесь все они будут обязательно приправлены искренним пожеланием доброго дня.